Здравствуйте, друзья! Начинаем снова с полей. Примерно 3-4 сантиметра относительно формата А4. Делаем силуэт. Я сейчас его наведу, чтобы лучше было видно. Силуэт кроны нашего дерева, произвольный. Чтобы у нас форма была не как, скажем, у лаврового листа, а с какими-то импульсами, поворотами. И чтобы была полная симметрия. Далее навожу первые стволы, первые ветки. Делаю это от основания ствола обязательно. То есть не к стволу подводим штрих, а от ствола. И как только мы заканчиваем нашу ветку, давление на карандаш делаем максимально слабым, чтобы тонкость ветки автоматически стала подобно волосу по толщине. Здесь я уже начинаю наносить массу дереву по принципу пирамиды, то бишь чем выше мы поднимаемся, тем уже у нас ветка становится. За этим нужно следить на протяжении всего рисунка, потому как мозг норовит всегда где-то увеличить, и поэтому нужно будет постоянно поправлять. Продолжаем наращивать ветки. Повторюсь, нажатие у нас слабое, когда приближаемся к окончанию. Произвольно продолжаем их набрасывать, так сказать. Следим за внутренним рисунком, чтобы у нас было скопление веток разное. Также, чтобы были у нас разные пустоты между ветками, чтобы рисунок самих веток и пустот был максимально асимметричным и, соответственно, реалистичным. Постоянно чередуем. Средняя ветка, маленькая, еще меньше. Также длинные добавляем. И постоянно следим за общим рисунком. Следим за тем, чтобы не было повторов, чтобы все было максимально разным на каждом участке. Далее провожу линию горизонта, навожу первую тень для ощущения дерева в пространстве. Свет у нас будет идти с правой стороны под углом. Я вот стрелочку вам показал. Линия у нас идет параллельно стрелке вдоль кроны дерева, и где заканчивается, соприкасаясь с землей, там у нас будет окончание тени. Далее навожу тон стволу теневой, немного деформирую границу ствола, подобно коре, ее искажению. Даю тень. Ствол у нас в форме цилиндра. В данном случае у нас объем небольшой, и поэтому штриховку можно делать не по плоскости, а схематично. Далее я разделяю средние ветки, центральные, добавляю им массы. Усиливая контраст. Также добавляю тени, чтобы какой-то объем у нас образовался. И продолжаю подниматься выше, насыщая тоном.
Продолжаем наводить линии более контрастно. Каждая линия должна быть осознанной. Провели, значит готовая ветка. Лишних линий не должно быть, чтобы зритель не путался, а видел ветки ясно. Каждый раз немножко искажаем, создаем некие суставы у ветки. Вот видите, я толщины сделал лишние, теперь убрал и поправил. Делаем пересекаемые ветки, они очень красиво смотрятся. Не забываем, что у нас ветки есть не только идущие влево и вправо, но и вперед и назад, неким букетом. И смотрящие на нас ветки будут пересекать боковые, также и задние. Постоянно следим за рисунком, чтобы он был интересным. Его формы, линии, пустоты между ветками. Пустоты, повторюсь, не менее важны, чем рисунок самих веток. Не боимся экспериментировать, направление менять. Если не понравилось, вытрем. Потихоньку начинаем насыщать количество веток к краям кроны. Там они будут в изобилии. Следим за нажатием и снова за рисунком. Снова добавляем массы ветки. Ведем от основания всегда. И ослабеваем при окончании штриха. Снова поправляем. Скорость я здесь уже увеличу. Работа та же самая. Насыщаем крону дерева. Не боимся исправлять, если не понравилось. Выводим новые ветки для более интересного рисунка, очертания и кроны. Снова насыщаем массу ветки. Пересечение. Следим за разнообразием. Немножко расширяем. Вот я снова восстановил контур. Снова насыщаем.
веток все больше и больше. Дерево становится пышнее. Новые ветки помогают нам усложнить рисунок. Появляется больше узоров. Переходим на правый край. Крайние веточки делаем совсем слабым нажатием, еле-еле видимыми, чтобы они у нас получились. Наводим снова основные ветви. Снова поправляем края кроны. Работа происходит некими слоями, с разными задачами, постоянно возвращаясь к прошлым действиям. Еще больше насыщаем крупные ветви. Они нам дадут больше объем на фоне блеклых маленьких. Поправляем массы, чтобы все было равномерно. Переходим на окружающую среду, наводим тень. Тень у нас штрихом кладется по плоскости, горизонтально. Стараемся ее слишком не расширять. Усиливаем линию горизонта, дальний план. Начинаем его немножко создавать, не спеша, легкими набросками. Перемещаемся на противоположные стороны. Наш дальний пейзаж должен появляться постепенно. Добавляем дополнительные элементы для интереса пейзажа. Камешек. Камешки на втором плане. Веточки, трава. Все это служит усилением нашего главного героя, нашего дерева. Создаем воздушную перспективу, ощущение пространства. На третьем плане деревья наши будут схематичными, только стволы немножко будут более ясные. Остальное все показано слегка. Еще немножко добавим. И в принципе начинаем уже финишировать. Вот и дерево вышло.
Спасибо за просмотр. Был рад помочь. Изучайте, рисуйте, творите.